вулканического происхождения. Но с погодой нам, как всегда, не везет. Но в этом Я думаю, сразу же стало понятно, что с таким ветром нормального звука быть не может. И вообще, нам явно стоит завести привычку перед тем, как ехать, путешествовать, смотреть прогноз погоды. Хотя в данном случае это вряд ли помогло бы. Не думаю, что можно с большой точностью предсказать ветер на вершине горы. Вообще, к этому озеру мы приехали уже во второй раз, и в первый раз с погодой все складывалось немного лучшим образом, но зато в то время у меня все очень плохо складывалось с наличием камеры. Ее просто не было. Название этого озера – Кама, что в переводе с японского значит «котел», «котелок». Я думаю, возникновение этого названия понятно и без объяснений. Образовалось озеро сравнительно недавно, в 1720-х годах, после извержения вулкана. Интересно оно своим чудесным цветом, который меняется в зависимости от того, под каким углом на его падает свет. Вода в озере кислотной природы, оно непригодно для живых существ. Там никого не живет, то есть даже бактерий вроде как нету. А также его особенность в том, что температура воды растет с ростом глубины. Чем глубже, тем горячее, что является довольно необычным. На данный момент глубина этой красоты 27 метров. Однако раньше оно было глубже, вплоть до 63 метров. Его глубина меняется из-за отсутствия вулканической деятельности. Есть предположение, что озеро в итоге перестанет существовать вообще. Из-за сильного ветра мы не стали рисковать и подниматься выше в гору, откуда должен открываться уж совсем великолепный вид. Но если у вас когда-нибудь будет возможность, советую подняться. Таких прекрасных видов и вообще таких прекрасных озер, думаю, не так уже много на этой планете. Особенно если учесть, что оно может исчезнуть. Думаю, не стоит упускать шанс и взглянуть на него с высоты. Кстати, слово «кама» в японском языке также имеет значение человека-трансгендера, так что нужно аккуратнее его употреблять, находясь в Японии. Канал.